Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые трейдеры. В этом видео мы познакомимся с торговой стратегией Форекс, которая называется CHA-CB. Более подробно, как всегда, с ней можно ознакомиться на сайте strategiforex.ru. Там же можно скачать и шаблон для терминала MT4, а также дополнительные индикаторы к данной стратегии. Итак, стратегия эта предназначена для валютных пар британский фунт, американский доллар и британский фунт. Японская иена, временной интервал 1 час, и нам потребуется установить на график следующие индикаторы. Это индикатор аллигатор с периодами 13.85 со сдвигом 8.53, индикатор фрактал слайн, индикатор ACO в режиме AS и индикатор ACO в режиме AO. С индикаторами разобрались, теперь давайте разберем условия для входа в рынок. Здесь нужно дождаться выполнения следующих условий. Итак, индикатор ACAO, если рассматривать покупки, окрашивается в зеленый цвет. Мы ждем, когда индикатор в режиме AC тоже окрасится в зеленый цвет. То есть первый раз вот это окрашивание нас не интересует. Потом, после того, как мы получили сигнал, что тренд у нас восходящий, мы ждем отката, когда только индикатор в режиме AC окажется под нулевой отметкой, то есть окрасится в красный цвет, затем выходит выше, этот не изменял своего зеленого цвета, и как только выходим здесь выше, окрашивается режим AC в зеленый цвет, мы от этих двух индикаторов получили сигнал на вход в рынок. Далее нужно посмотреть, чтобы индикатор аллигатор полностью раскрыл свою пасть и все линии, по крайней мере по отношению к предыдущему своему значению, смотрели бы вверх, были направлены вверх. Это у нас здесь происходит. Соответственно, мы спокойно можем заключать сделку на покупку. Стоп-лосс у нас по данной стратегии обычно устанавливается за нижней линией индикатора Fractals Line, но не больше 45 пунктов. Как видите, здесь намного больше, поэтому ставим ровно 45 пунктов. Минимальный стоп-лосс, кстати, у нас здесь 35 пунктов. Если эта линия будет ближе, то мы все равно поставим 35. Так вот, заключили здесь сделку. После прохождения 30 пунктов в положительной зоне сделку перевели в безубыток, а Take Profit здесь 100 пунктов. Это что касается покупок. Теперь поговорим и о продажах. Здесь у нас обратные условия, то есть индикатор ACAO в режиме AO должен быть окрашен в красный цвет, и после того, как индикатор в режиме AC уже окрашивался тоже в красный цвет, ждем коррекции. Как видите, вот они оба только здесь окрасились в красный цвет. Вот первая коррекция, окрасились в зеленый цвет в режиме AC. И как только опустились ниже нулевой отметки, окрасились в красный цвет по режиму AC, мы получили сигнал на вход в рынок от этих двух индикаторов. Далее смотрим на индикатор аллигатор. Он у нас тоже здесь показывает снижение и пасть раскрыта. Следовательно, можно заключать сделку на продажу. Стоп-лосс за индикатор Fractals Line 35 пунктов. После прохождения 30 пунктов перевели сделку в безубыток. И далее Take Profit у нас 100 пунктов. Похожий сигнал. Обратите внимание, по ходу потом каждую коррекцию, пока нижний индикатор все еще будет красный, мы будем заключать сделки на продажу. Опять у нас появляется сигнал. Вот была коррекция, опять вышли ниже этого уровня, ниже нулевого уровня. Следовательно, смотрим. Аллигатор все еще показывает снижение. Заключаем сделку. Здесь брали просто максимальный стоп-лосс, потому что линия Fractals Line была очень далеко, здесь верхняя, поэтому 45 пунктов. И Take Profit тоже у нас здесь 100 пунктов. И еще один сигнал. Опять началась коррекция. Получили сигнал на вход в рынок на этой свече. Опять же, аллигатор показывает снижение. Стоп-лосс слишком далеко здесь получался. Ровно 45. И Take Profit 100 пунктов. Вот, в принципе, и вся данная стратегия. С вами был Сергей Гаспарян. Спасибо за внимание. Успешной вам торговли. До свидания.